Друзья, всем добрый день! Сегодня я вам покажу флорибунду под названием Сангрия. Красивое название, тропическое и, собственно говоря, роза такая же, очень яркая. Многие описывают ее цвет как цикламеновый, но, наверное, я ничего лучше не придумаю, буду называть ее так же. Не знаю, насколько цвет передает видео. Она ярко-ярко-розовая с такой легкой сиреневинкой. У меня получилось прекрасное сочетание ее вместе с шалфеем. Синий цвет подчеркивает все, что нужно. Растет она на небольшой альпийской горке. Когда-то я хотел тут выращивать почвопокровные розы, но они меня разочаровали, я их заменил на другие. Справа от нее сорт Альпенглюхен, просто огромная роза. Она еще не цветет, я вам покажу ее отдельно. А сегодня давайте все-таки будем возвращаться к розе Сангрия, потому что мне есть что про нее рассказать. Я увидел ее в видео, информации по сорту мало. Мне она понравилась затем у нас в поле. Она цветет прекрасным шариком. И несколько мне напомнила сорт Red Leonardo da Vinci. Роза-то прекрасная, и я посадил ее себе в сад. Абсолютно не пожалел. Вот смотрите, это цветок, который пережил неделю ливней. Неделя ливней, а он не осыпался, что редкость. И, сдалека-то все равно вид у него приятный. В бутонах роза вообще просто фантастическая. Она не показывает серединку. Цветок у нее не крупный. Это в среднем 5-7 сантиметров, но их много. Кусту у меня всего 2 года, но он уже достиг 70 сантиметров в ширину и в высоту где-то 50. Я считаю, хорошие показатели. Роза не сильно высокая, что для меня прекрасно, потому что я не хотел огромную. У нее рядышком вот есть Тизен Джорджия. Вот это монстр, 3-метровый. Мне хотелось что-то пониже. И получается, на нижнем ряду у меня Сангрия, шалфей и желтая Тизен Джорджия. Что можно еще сказать про эту розу? Аромата у нее практически нет. Еще мне нравится, что она вот кидает новые ветки, пока еще цветут эти. То есть цветение у нее будет беспрерывное. Вот, она даже в прошлом году показала практически 5 волн цветения. Это, согласитесь, очень здорово и прекрасно. Не болеет, устойчивая, красивая глянцевая листва. Поэтому этот сорт я могу рекомендовать в каждый сад. Более того, я могу его рекомендовать вам для высадки массивов. Эту розу можно высадить как 2-3 куста, так будет прекрасно. И клумба из 10-20 кустов этого сорта. Вы не пожалеете, таких роз на самом деле крайне мало. Мне нравится она во всем, вот не могу ничего сказать про нее плохого. Единственный минус, что она плохо самоочищается. Если вас немножечко напрягает вот такая форма цветка, вам придется удалять ее вручную. Если же нет, то никаких хлопот, отцветет вся гроздь. Даже где-то бывает вот в такой грозди, вот тут из пазух кидаются новые ветки, и вам не надо даже ветку все обрезать, а только надо будет подойти ножничками срезать бутоны, и то даже не обязательно. То есть эта роза не требует постоянной регулярной обрезки. Она будет цвести, даже если вы про нее совершенно забыли. Еще раз давайте посмотрим на общую картинку. Это 2-летний куст. На следующий год это будет в 2 раза крупнее и интереснее. Согласитесь, роза находка.